Друзья, всем привет! Сегодня супер важный выпуск. Вышла новость, которая меняет, по сути, весь расклад в игре. Да? Как вы уже догадываетесь, наверное, связана она с фильтрами по маркету. Вот, и это очень важные, существенные изменения. Ну а пока давайте посмотрим еще пару новостей, тоже довольно-таки важных и интересных, и перейдем к самому-самому вкусному. 20 июля мы в нашей телеграм-канале, телеграм-группе, да, стали отслеживать количество кошельков, которые были созданы на Walken, да, на Solana с каким-то количеством волкинов. Вот, 20 числа это число было 109 тысяч кошельков, да, 109 610. Спустя день 103, уже 113, да. Соответственно, проект растет примерно на 4200 кошельков в день. Это важно понимать, что это не количество пользователей, да, которые приходят в проект, потому что мы тут видим цифру 109 тысяч, но пользователей в проекте более 800 тысяч. Что такое вот это за цифра 109 тысяч? Это то количество кошельков, которые имеют на своем балансе как минимум один Walken, да. Соответственно, если у вас котлет не NFT, если у вас Walken находится только на pending балансе, да, вы его не переводили еще на основной баланс, то вы не числитесь в этой статистике. Вот. Соответственно, это та статистика, тот рост кошельков, тех активных юзеров, да, кто умеет пользоваться обменниками, может пополнить, вывести криптовалюту и понимает, как с ней работать. Соответственно, именно от этих людей можно ожидать какое-то влияние на рост токена и на маркет. Вот. Вторая важная новость – это у нас чистка шмоток. Да? То есть теперь, как объявили разработчики, когда мы одели, в данном случае сняли одежду с котлета, она у нас будет отстаиваться 24 часа. 24 часа у нас будет отсчитываться с того момента, как мы сняли одежду, и даже если мы захотим одеть того же самого котлета, уже будет это сделать нельзя. Для чего это сделано? Вероятно, для того, чтобы чуть-чуть разгрузить сеть, чтобы мы не двигали туда-сюда наши NFT характеристики, да, не плюсовали одежду с котлетом и тем самым более сложно, усиливали нагрузку на сеть. Соответственно, введен, вероятно, вот такой вот критерий. Как на нас это может повлиять? На самом деле, не знаю, вот напишите, как на вас это могло повлиять. Тут устраивали опрос в группе, вот 61 голос, да, у большинства, у 74% людей нет никаких шмоток на аккаунте. Соответственно, дальше там 8% одна вещь, 2 вещи ни у кого, и, соответственно, 8% более 3 вещей, либо 3. Вот. По вещам уже, да, свое мнение говорил, наверное, смысла особо сейчас у них нет, вот, потому что соревнуемся мы, во-первых, с ботами, во-вторых, их стоимость относительно выкупа, да, относительно той пользы, которую они приносят, относительно того, как они влияют на процент побед, она минимальная. Поэтому, собственно, вы также считаете, и это можно наблюдать в опросах. Так, и подходим к главной, собственно, новости. Тут она в скриншотах, да, почему? Потому что сначала она появилась на Android, потом только вышло обновление на iOS, но вчера мы уже, соответственно, в 19:38, по московскому времени 18:38, мы уже увидели эту новость, да, ее опубликовал, и те, кто подписан на телеграм-канал, уже смогли грамотно отреагировать на эту новость. Вот, поэтому подписывайтесь, ссылочка будет в закрепленном комментарии. Итак, что мы тут видим? Да, на Android появилась сортировка по уровню и цене от и до. Но это не все, это просто вот первые важные моменты, которые мы увидели. Да?
Сейчас перейдем к самому тестированию, к самому анализу того, что вообще к чему приведет данная механика. Ну вот, кстати, еще опросик, да, большинство все-таки использует и яблоко. Ладно, переходим. Подгружаем. Котлеты у меня тут все на месте, как писал, пока держу. Флор пока на дне, но это пока. Понятно, что сейчас со всеми этими нововведениями будет реально вот баланс, все приводится в баланс. Так, давайте посмотрим, что у нас тут произошло. У нас тут произошло, это валюта также осталась, цена. Отличное решение, очень удобно. В данном случае можно даже смотреть, что от 1355, да, то есть меньше мы сделать не можем. Но во всяком случае на iOS, я думаю, на Android также. Вот, что нам дает эта характеристика, да? Ну, в данном случае мы просто обрежем котлеты по цене, ну, это, в принципе, очевидно. Но если мы сможем, мы сможем использовать их в комбинациях, да, что я вот вчера заметил. Давайте сейчас пройдем. Цена, короче, появилась, вот она, уровни. Теперь не обязательно искать что-то, копаться, да, как у нас был вот весь маркет, и смотреть только на 6-7 уровень. Ставим нужный, необходимый нам уровень. Кстати, вот 8 десяток очень мало, что сейчас заметил, тоже такое небольшое отступление. А вот получается даже, что 8 сейчас только, да, продаются, 9 даже нет. Сортировка, давайте сейчас сортировка по уровню, уровень, вот он, сверху вниз. Да, все-таки сейчас должны быть, наверное, десяточки. Да, вот, ну, десятка, ага, все, пошли. Так, короче, добавили цену, добавили уровень, отлично. Все это вы тоже можете наблюдать у себя в телефоне. Как и к чему это может привести? Ну, во-первых, если мы ставим... еще, да, вот важная штука. Есть сортировка по силе, выносливости и скорости. Наконец-то теперь эти характеристики не будут иметь какое-то значение в плане котлета. Короче, да, все, сейчас переходим. Первое, что я вчера заметил, это вот, допустим, мы хотим шестерку купить, да, ставим 1355, окей, цену поставили. Дальше ставим уровень, пумс, от, получается, 5 до 6, да, пятерок у нас не будет показываться, шестерки будут. Отлично, цена выбрана, уровень выбран. Дальше мы идем сортировать по, допустим, хотим самого сильного. Вот, сила, да, по сверху вниз обувания. Вчера рынок был максимально не сбалансирован, то есть в топе мог быть котлет, который 800, допустим, Волкинов стоит. Дальше идет 1200, вот даже, да, та же самая картина. Окей, 1200. Самый сильный котлет по силе. Сейчас эта характеристика работает. 75 значение силы, да, у этого котлета. Но он и стоит 1200 за 6 уровень. Окей. Ну что мы дальше видим? Дальше идет котлет 849, да, это уже, ну, как бы небольшая разница, но значение силы у него также 75. То есть вот как минимум этот баланс мы уже видим, да, какой выгоднее взять. Конечно же вот этот. Идем дальше. 945. Угу. Он и дороже, и слабее. Окей. 950, 965, 880, 1300. Ну вот 849 идет. Что у нас тут? 73. Соответственно, у нас сейчас вот беглым взглядом можно понять, либо за 849 73 силы, либо за 849 75 силы. То есть, если бы я хотел купить котлеты 6 уровня самого сильного, я бы выбрал вот этого вот чувака. Далее, да, то есть, что у нас вот этот вот показатель? Это 75 максимальное значение того или иного параметра, который вот может быть. Кстати, 75 это в принципе, по-моему, самое большое. То есть, если я не делаю ограничения по цене, да,
то, что я вижу, нет, 80, вот 80 максимальное значение. По всей игре, если мы сделаем самое сильное значение, какое самое максимальное значение, это у нас 78. Странно, не так работает, только что 80 видели. Вот 84, 72. Ну, наверное, можно заглянуть в легендарку и посмотреть. Сортировка по силе, допустим, пумс. Грузись. Так, ну приложение, конечно, не отвечает быстрой скоростью. Вот, ну, короче, ладно, из того, что мы вот видели, получается, что вот еще раз пумс. Тут мы смотрим 78, да, ну вот видели 80, 85, по-моему, было. Короче, первое, что нужно, на что стоит обратить внимание, на что я обратил внимание, да, это на то, что если мы продаем шестерок, если мы продаем семерок, да, даже восьмерки, вот в эту категорию попадает 1355, да, ну, если мы рассматриваем common, то надо оценивать своих питомцев по уже характеристикам, потому что сортировать люди будут в значительной степени переходить на именно вот сортировка по цене 1355. Даже окей, ладно, вот возьмем вот сортировка, уровень, да, я хочу, допустим, 6 уровень, но хочу платить не сильно 5 и где там 6-то, вот. Ну и, допустим, сортирую теперь по самый быстрый мне нужен. Получается, что самый быстрый котлет, вот 81, вообще супер показатель, ну и цена реально как бы такая космическая, да, за 81. 2000 за 80, ну вот, и уже такая более серьезная разброс, да, 379, ну вот. Как бы решать вам в любом случае. И вот тут в 2 раза дешевле 76. Стоит ли брать 76 за 1200 или стоит ли взять за 2150? Вот этот вот вариант, фиг знает. Насколько, если у вас есть какие-то питомцы, да, которые имеют подобные характеристики, 75 плюс, допустим, да, ну вот тут 81, влияет ли это как-то на победу, да, вот, ну, серьезно ли, не знаю, может он выигрывает каждый бой, да, и поэтому это выгодно, то есть как это работает? У меня, если посмотреть, что у меня, да, у меня вот 60, 59, 61, 63, 55, 62. То есть, в принципе, они такие, я их брал все по флору, и побеждают они в 50% вероятности, да, иногда можно зайти, вот 65 самый, по-моему, большой у меня по скорости. Иногда утром я захожу, всех вот так вот прохожу, и у меня получается, ну, типа, не знаю, один Волкин, да, вот сейчас вот можно даже посмотреть. Вот, видите, +1, это у всех было по одной энергии. И, по сути, в итоге я выиграл 1 раз. Но до этого, вот я зашел с утра, и это все было за утро. Да, получается, 1, 2, 3, 4, 5 побед на 3 котлетах. Ну сколько? 1 котлет это 3 боя было утром, да, соответственно 3, 3, 3, 9, 5 из 9 выигрышных было. Ну вот чуть больше, чем половина. Ну и дальше, соответственно, остальные. Ну вот у остальных тут побольше побед. Мне кажется, да, кстати, важно, что процент побед, он привязан к конкретному котлету. То есть если начинает проигрывать какой-то один из, да, то, ну, допустим, первый начинает проигрывать, я понимаю, что, ага, остальные у меня примерно, ну, по такой же, как бы, процентной составляющей, и они идут дальше все начинают проигрывать, вот. И последний момент, это подключена штука на Bybit, да, вот она вот, можно купить
токены. Если нет Bybit, люди, нажав на эту кнопочку, попадут на Bybit, и, соответственно, у них по реферальной ссылке могут зарегистрироваться и получить доступ к покупке токенов. Это супер решение. Конечно, идеально было бы, если тут можно было бы оплатить карточкой, но вот во всяком случае человеку, который не знаком с этим, он просто одним нажатием может перейти на биржу, и уже все у него будет хорошо в плане доступа к токену, да, и к тому, как перевести его на, соответственно, наш кошелек. Вот, резюмируя, наверное, все вышесказанное, что мы можем смотреть. Супер фильтры по поиску. Это отличная новость. Теперь можно вот ждать, пока рынок приведет себя в баланс. Да? Почему мы изначально смотрели на вот эти показатели, на показатели пользователей, которые имеют положительный баланс, да, кошельков. Соответственно, они могут покупать и не могут выкупать флор, они могут, делать какие-то действия в игре. Да, это 4200 человек в день прибавляется в игру. А если вы знаете, знакомы с ростом, рост приложений, он идет экспоненциально. Соответственно, это число, оно будет увеличиваться с каждым днем. Что это за число? Это 4500 человек, а то и то больше, да, с периодом времени, будут выкупать питомцев, и мы увидим уже какое-то положительное движение как в цене токена, так и в поднятии либо опускании флора. Короче, это будет уже более такая история честная, да, не как вот было такое все в одну корзину. Уже можно будет реально оценивать того или иного котлета по его характеристикам, по его уровню и всему. Вот, так что на этом, наверное, у нас все. Подписывайтесь в телегу и пока.